цены, которые есть на электроэнергию на бирже Nord Pool. Когда отключались страны Балтии, цена была за мегаватт 68 евро. В понедельник, когда мы обсуждали с тобой, было, по-моему, 168 уже, да, то есть на 100 евро просто вот подскочило. В среду это было уже 235 евро. Вот, на твой взгляд, с чем это связано? И потянут ли страны Балтии такие цены на электроэнергию? И есть ли какие-то варианты снижения? Или это так вот сейчас, что называется, у них уже и будет? Это не Брел, заметь. Ну, давайте по порядку. Во-первых, отключение от БРЭЛ прошло штатно. Руководители энергетических компаний стран Прибалтики, республик Прибалтики в августе, как и положено, по уставу БРЭЛ за полгода до выхода оповестили о том, что в феврале они выйдут. За это время наши системные операторы, наше центральное диспетчерское управление, если говорить о нашем эксклаве Калининградской области, проверили несколько раз вот, во всех режимах. Единая энергосистема России работает безукоризненно в изолированном состоянии. Объединенная энергосистема Беларуси работает безукоризненно. Вместе мы работаем без всяких проблем. Нас это вообще не касается. Нас это не касается никак. Калининград. Двойной резерв по мощностям электроэнергии. То есть электростанции, которые работают на территории Калининградской области, могут вырабатывать в 2 раза больше электроэнергии, чем Калининградской области на день сегодняшний нужно. Транзит газа через территорию Литвы продолжается до конца 2015 года. Договор в силе. Литва не оповещала. 2025 года. Десятилетний, с 2015 по 2025, если кто-то плохо слышит, еще раз. В 2015 году Литва, несмотря на все антироссийские санкции, связанные с крымскими событиями, спокойно продлила договор о транзите газа на 10 лет. Есть литовские политики, есть литовские энергетики. Это разные люди, они по-разному мыслят. Компания Litgrid, которая отвечает за поставки газа, за работу распределительных сетей, думает о распределительных сетях. Есть договор о транзите, за него платят деньги. Прекрасно, сказали литовские энергетики, и спокойно продлили договор. Что будет в конце этого года, мы узнаем. Договор официально заканчивается в ноябре месяце. Что касается дальнейшего обеспечения энергобезопасности Калининградской области, подземное хранилище газа «Газпром» продолжает намывать, я не путаю слова, это подземные пласты каменной соли. Ничего в технологии не изменилось. Если вы хотите растворить соль, надо налить воды, подождать, пока закончится процесс, откачать воду, налить новый объем воды и так далее, и так далее. Завод, который перерабатывает вот этот насыщенный соляной раствор, работает. Великолепная соль в Калининградской области производится, в том числе даже для нужд медицины. Вот, отличного качества, все в порядке. Причал для того, чтобы могло пристыковаться регистрационное судно «Маршал Василевский», построен, проверен, протестировано. То есть даже в том случае, если не будет продлен договор о транзите, можно ввести СПГ. Завод для обеспечения Калининградской области, среднетоннажный, компрессорная станция портовая в Ленинградской области работает. Регистрационное судно с закупленным мы не производим, пока ничего подобного, в Сингапуре. Используется, не стоит на месте, то есть не получилось, что его купили, вот деньги потратили, ничего не делает. Пока нет необходимости поставлять СПГ в Калининградскую область, работает в режиме обычного танкера СПГ. Вообще, вот все, что можно было предусмотреть, предусмотрели. Что касается роста тарифов в Эстонии, Латвии и Литве. После – это не значит вследствие. После отсоединения – это не значит вследствие. Коммерческие поставки электроэнергии из России и из Белоруссии в Прибалтику завершены в мае 2022 года. Мы ничего туда не поставляли. То есть это никак не связано, это хронологически совпало. Но после это не значит следствие. Я дико возмущен тем, что я вижу в СМИ. Прибалтика вышла из БРЭЛ, у нее тут же выросли цены. Ну, давайте не превращаться в обитателей бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. Корова сдохла – это плохо, сдохла у соседа – это хорошо. Ну, джентльмены, они не покупают у нас электроэнергию 2,5 года. Не покупают. Ну, вот не покупают. Никак это не связано. Связано это с тем, что
На день сегодняшний Прибалтика окончательно влилась в дружную семью европейских народов. У нее будет происходить все то, что мы видим в Европе. В Европе этой зимой, которая чуть холоднее, чем в прошлом году, мы наблюдаем тот природный феномен, который отмечен, который переживают энергетики Европы. Если температура в течение дня отличается от среднемноголетней в ту или иную сторону, зимой в отрицательную, летом в положительную, ветер стихает. Стихает ветер, значит, есть дефицит электроэнергии. Есть дефицит электроэнергии, значит, цены растут. Фу. Я этот текст, наверное, запишу, буду повторять на всех студиях один и тот же. Если говорить об Эстонии, она не смогла себя подстраховать. Я не знаю, что там за технические проблемы, не нашел в открытых источниках. У них неожиданно выключился один из блоков Нарской ГРЭС, как раз перед отсоединением от БРЭЛ, и что-то произошло с электростанцией Адувер. В открытых источниках не вижу, то ли их вернули в сеть, то ли их не вернули в сеть. Один кабель с Финляндии не работает. Вот, понятно, что возникает дефицит, понятно, что вырастет цена. Если вы решили, что цены определяет биржа, ну, биржа отреагирует, по-другому не бывает. У вас дефицит, у вас растет цена. Просто автоматически происходит. Сайт биржи Nordpool доступен без VPN. Можете открыть и посмотреть. Действительно, в субботу была цена 60 евро, потом она выскочила куда-то к 180, при этом в Финляндии она была в 4 раза ниже. В среду еще выросла цена до 230 евро за мегаватт. Действительно много, действительно такого не было. Ну, нет ветра в Финляндии, но нечего перекачивать кабеля, не хватает, электростанции стоят. Если посмотреть на день сегодняшний, я перед отъездом смотрел 185 в Эстонии, 169 в Финляндии. Нет ветра в Финляндии в достаточном количестве. Поэтому цены практически сравнялись. То, что предписывает правило Nordpool для всей энергосистемы, которая в Европе теперь называется БАЛСО, Балтийская синхронная, вот я никак не могу найти, что означает буква О, может быть, Organization. Да, она одинаковая. Таковы правила биржи Nordpool. Будут они повышаться, будут они понижаться. Мы будем наблюдать в Прибалтике ровно то, что мы видим во всей Европе. Есть солнце, есть ветер, нету, выше, ниже. Делать выводы на основании того, что в течение 4 дней цены были выше среднего, ребят, не солидно же, в конце концов. Выбрали они этот путь, считают, что им так удобнее. Политическое это решение, экономическое. Вот выбор сделан. Напоминаю, что если говорить о объемах выработки электроэнергии в России, почти 1200 миллиардов киловатт-часов. Поставки в Прибалтику и в Финляндию составляли в лучшем случае 1,5. Не поставляем мы сейчас эти 1,5 на экспорт. Это не произошло не сейчас, а 2,5 года назад. Да, это не очень хорошо сказалось на бухгалтерском балансе компании «Интеррао», наш государственный монополист, отвечающий как за экспорт, так и за импорт электроэнергии. Но «Интеррао» это пережило в 2022 году. У «Интеррао» свой путь, который она выбирает, по которому идет, и хорошо идет. Мне на самом деле приятно смотреть, как вот выстраивает свою работу «Интеррао». Это вообще заслуживает отдельной передачи. Если Прибалтики решили, что им это не надо, пусть будет не надо. Сейчас, по крайней мере, уже точно можно сказать, в открытых источниках появилась информация, что синхронизация произошла с Объединенной энергосистемой Центральной Европы, УЦТЕ. То есть синхронизация идет через воздушную линию электропередач между Литвой и Польшей. Одна линия. Я не знаю, по какой причине принято решение, что это надежнее, чем присоединение по БРЭЛ, синхронизация. Потому что линии электропередач было 2 штуки Россия и Эстония, 2 штуки Россия и Латвия, 2 штуки Белоруссия и Литва. Было 6 линий, осталась 1. Если они считают, что они таким образом повысили надежность, не хочу комментировать. Одна авария на этой линии электропередач, возникают проблемы. Если смотреть по итогам прошлого года, зависимость от импорта во всех 3 республиках, если там не брать каждую отдельно, порядка 30%. 30% они закупали. Закупали по кабелям, которые по морскому дну проложены между Литвой и Швецией. 2 кабеля, один из которых традиционно не работает, между Эстонией и Финляндией. Он не работал в прошлом году, не работает в этом году, они там ремонтируют и так далее. Удобно им это?
Вставка постоянного тока, она ограничивает мощность. Вот, какова мощность вставки постоянного тока, таков объем перетока. Все, выше не выскочишь. Внутри БРЭЛ были резервные мощности, предоставляемые каждой из стран-участниц по 150 мегаватт. В рамках энергобиржи Нордпул их нет. Ну, опять же, это не наше с вами решение. Мне этот опыт, который поставила Эстония, Латвия и Литва, ну, во-первых, всех энергетиков совершенно искренне поздравляю с тем, что им удалось пройти без коротких замыканий, без аварий, несмотря на предупреждение со стороны премьер-министра Эстонии, гладенько прошли. Они сутки работали изолированно, без никого. Вторые сутки ушли на то, чтобы синхронизироваться вот с УЦТЕ. Молодцы, проскочили. Почему мне это интересно? У нас есть административное деление в России, Дальневосточный федеральный округ, 13 субъектов. В том числе туда входит Забайкальский край и Бурятская республика. И то, что до этого было еще 11 субъектов, перечислить? Не надо. Амурская еврейская автономная область, Хабаровский край, Приморский край, Якутия, Магаданская область, Чукотка, Камчатка. Сахалинская область, естественно, тоже. Вроде никого не забыл. Но единая энергетическая система России заканчивается на границе Забайкалья и Бурятии. Дальше начинается объединенная энергосистема Восток. Они у нас не синхронизированы. Вот наш огромный Дальний Восток и маленькая Прибалтика, но вот параллели для электроэнергетиков, они видны. Нам нужно это объединение, потому что только в этом случае энергоизбыточная Сибирь сможет поставлять электроэнергию на энергодефицитный Дальний Восток. А то, что он энергодефицитный, это совершенно очевидно. У нас много лет, наверное, больше 15 лет точно, поставки электроэнергии в Китай были на уровне 3,5 миллиардов киловатт-часов ежегодно, там, плюс-минус. В минувшем 2024 году объем поставок чуть ниже 700 миллионов мегаватт-часов. В 5 раз уменьшились поставки. Это значит, что Дальний Восток все, что у него генерируется, уже просто съел. Взял и съел. Он растет быстро. И для нашего системного оператора, для Министерства энергетики, это сейчас огромный организационный вопрос. Мы ждем, когда появится программа развития электроэнергетического сектора на Дальнем Востоке, что делать? Либо пытаться строить новые электростанции, либо строить новые сети с тем, чтобы Сибирь смогла подстраховать. Какое решение примет Министерство энергетики, там большой серьезный вопрос. Что можно сделать быстрее, что надежнее, что дешевле. Пытаться построить новые электростанции. Вот, буквально на этой неделе председатель правления системного оператора Федор Юрьевич Апачи предложил внезапно совершенно на Дальнем Востоке построить 10 электростанций на базе газотурбинных установок мощностью 25 мегаватт. Войдет это в программу развития? Ну, простите, тогда надо определиться, кто это будет строить. На Дальнем Востоке бог и царь – это Росгидро. Как ни странно, несмотря на название, она отвечает и за работу газовых электростанций, угольных электростанций, мазутных электростанций, любых электростанций, атомных там нет. Это, по-моему, единственный тип электростанций, которого в распоряжении Росгидро нет. Все остальные есть. Ветровые, солнечные, большие гидроэлектростанции, малые, уголь. Все есть, включая дизельные электростанции. Пойдет Росгидро на это? Сможет оно пойти? Тоже открытый вопрос, потому что в связи с тем, что Росгидро закупала уголь для своих угольных электростанций по рыночным ценам. Рыночные цены у нас внутри России базируются на основании нашей системы налогообложения. Наша система налогообложения за базовую цену берет стоимость эталонных сортов каменного угля Австралии. Ну, это абсолютно логично. Я считаю, что это, так и должно быть. Добываем уголь в Хакасии, смотрим, почем уголь в Австралии, определяем налог. Ну, это абсолютно логичное решение, мне кажется. Вот в Австралии наводнение там пару лет назад залило железную дорогу между портом и месторождениями. Цена на уголь взлетела. И потом выяснилось, что если уголь остается на месторождениях, его проще развести туда, где дороги есть, цены упали. Мы тут в это время, ну хорошо.
Рынок был регулирован. То есть уровень тарифов электроэнергии определяла Федеральная антимонопольная служба. Покупаем уголь по рыночным ценам, продаем по тем, каким сказали. Разумеется, ежегодно у Росгидро копились убытки, копились, вот сколько-то есть. Если сейчас именно Росгидро получит распоряжение строить газотурбинные электростанции, он потянет или нет по деньгам? Вот такой бытовой вопрос. Может быть, действительно оперативнее заняться линиями электропередач. С этой точки зрения опыт, который мы видим сейчас в Прибалтике, интересен, что у них получится. Будут они строить новые мощности у себя. Понятно, что там есть какие-то планы по строительству зеленой генерации, это обязательная часть программы. Достаточно этого или нет? Во время проведения Восточного экономического форума в сентябре прошлого года все хлопали в ладоши по поводу того, что компания «Н+» заявила о том, что в Приморском крае построят ветровую электростанцию мощностью гигаватт. Ну, замечательное решение, правда, непонятно, как регулировать, потому что за счет чего страховать, если ветра нет. Нужны накопители, гидроаккумулирующих электростанций на Дальнем Востоке и в Сибири у нас просто нет, у нас их две в стране, обе, естественно, в европейской части. Более-менее регулировать могут гидроэлектростанции. Не забываем о том, что есть Зейская ГЭС, Бурейская ГЭС, Нижнебурейская ГЭС. Закончился ветер, сбрасываем воду через гидроагрегаты, подстраховались, казалось бы. Но не стоит забывать, что сброс воды у нас определяет не компания-владелец плотины, а Росводоресурсы. Потому что это действительно опасно. Воду сбросил, внизу все утонули. Боже упаси. То есть это не зарабатывание денег в чистом виде, как на тепловой электростанции. Есть спрос, подбросил уголька, все в порядке. Спрос есть, Росводоресурсы сказал, держи воду, буду держать. Комплект из Бурейской, Нижнебурейской ГЭС, да, он более-менее соответствует критериям. Можно осуществлять сброс с Бурейской плотины, Нижнебурейская остановит. Этот поток воды будет нормально. Это единственное, что есть. Ну, простите, здесь расстояние 1500 километров. Ладно, мы промолчали. В декабре компания ЕН+, сообщила, что китайский партнер решил снести проект вправо. Вот. То есть тот же самый вопрос. Либо мы должны в каком-то лихорадочном режиме вопрос решать с расширением сетевых мощностей, с тем, чтобы перетоки из Сибири пошли, либо быстро строить. Вот. И с этой стороны надо посмотреть, как будет происходить развитие ситуации в Прибалтике. У нас есть два соединения между Забайкальем и Амурской областью. Хватит двух этой линии. Они маленькие, 110 и 220 киловольт. Маленькие. Но и линия электропередач между Литвой и Польшей 500 мегаватт. Похожая ситуация, несмотря на совершенно разные масштабы. То есть вот, физически маленькая Прибалтика, огромный Дальний Восток, а ситуация похожа. Это единственная причина, по которой мне интересно наблюдать за БРЭЛ. Что у них будет происходить, зависит от того, как будет складываться ситуация у них в Европе. Они выбрали зависимость от климата. Хорошо. Латвия, опять же, я сейчас не про политику. Господи, упаси меня там кого-то хвалить или ругать. В раздел ВИИ в Европе входят не только солнечные и ветровые панели, малые ГЭС. Здесь Латвия ошиблась, перегрузила население, потому что постоянная прибавка за эту зеленую надбавку. Но кто-то достаточно хитрый обнаружил, что в списке ВИИ значится всевозможная древесина. Ну, она же растет, значит, она возобновляема. В Латвии тихо-тихо возникло несколько теплоэлектростанций, которые работают на древесной щепе. ВИИ, да. От климата зависит? Нет. И результат? Результат. Смешно, не смешно, но Латвия, она маленькая у них. В Резекне работает электростанция на щепе, одна из теплоэлектроцентралей. В Риге работает на щепе. Нам смешно, они работают. Не зависит от погоды. Вот дует там ветер на это облако, или облако тут и будет висеть, потому что ветра нет, совершенно не важно, дрова растут. Может быть, вот такой вариант. У нас не так давно было дано распоряжение всем субъектам Федерации подготовить топливно-энергетические балансы, то есть оценить собственные энергетические ресурсы, в которые действительно может входить все, что угодно. Кампания прошла. На основании 44-го федерального закона были осуществлены тендеры. Качество этих топливно-энергетических балансов никто не оценивал. Что такое 44-й ФЗ?
Открытый тендер, кто предложил меньшую цену, тот молодец. Есть квалификация у этого победителя? Нет. Или это 5 человек за углом собрались, давайте за 10 тысяч нарисуем. Давайте, нормально, мы выиграли. То есть нам есть о чем думать, нам есть зачем смотреть на Прибалтику. Не для того, чтобы радоваться или огорчаться, просто совершенно трезво, объективно оценивать, что у них получилось, где у них недочеты. Умные учатся на чужих ошибках. Если Европа решила ошибаться, прекрасно. Прекрасно, давайте смотреть, забор они там уже почти построили или не построили, не в курсе. Они там Россию стеной отделяли, не отделили. Но будем заглядывать за эту стену, смотреть, что у них есть.